Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня, как вы уже догадались из названия видео, мы с вами поговорим про шоу Victoria's Secret. Да, я знаю, что давно не снимала ничего на эту тематику, поэтому внешний вид у меня сегодня соответствующий, я в халатике от этого бренда, и я знаю, что про эту тему можно снимать очень-очень много видео, потому что, шоу поистине легендарное, и очень жалко, что в этом году его не будет. Я уже снимала видео на своем канале, где объясняла, почему в этом году шоу Victoria's Secret не будет, и сегодня я решила вспомнить, наверное, самые легендарные и самые лучшие моменты, а возможно даже самые странные и какие-то курьезные. Короче, самые интересные моменты за всю историю шоу. Поэтому сегодняшний ролик будет длинным, информативным, так что запасайтесь чаечком, кофеечком, водичкой, что вы там пьете, и давайте приступим к разбору самых интересных моментов за всю историю шоу Victoria's Secret. Конечно же, в первую очередь нужно вернуться в 95-й год, когда шоу только-только стало проводиться. Оно проводилось не в софитах нереальных площадок, не было никаких суперзнаменитостей, которые исполняли свои треки, под которые выходили супермодели. Нет, в 95-м году шоу проходило в отеле Плаза и было далеко от того вида, в котором мы привыкли видеть его, последние, наверное, лет так 10-15. В любом случае, это было начало эпохи, и не вспомнить его было бы настоящим кощунством, тем более, что эти показы в дальнейшем привнесли в модную индустрию много изменений и, конечно же, новых имен супермоделей. Так, в частности, в 95-м году модели уже выглядели невероятно красиво и, как правило, кстати, спортивно. Очень-очень худых моделей на тех показах практически не было. Ну и внешний вид, понятное дело, говорит нам о той эпохе, в которой показы и проводились. Сейчас это смотрится немножко забавно, но с учетом современных трендов, в принципе, такие образы можно представить даже на каком-то современном шоу. Следующий 96-й год ознаменовался выходом Наоми Кэмпбелл. Это был ее дебют на шоу Victoria's Secret, и в частности очень яркими, хотя по своей сути все-таки белыми свадебными образами отметилось то шоу, в том числе и Наоми Кэмпбелл, но самым, наверное, интересным и запоминающимся образом того показа был наряд Стефани Сеймур, и он до сих пор входит во все подборки. 97-й год запомнился несколькими знаковыми событиями. В частности, это дебют Тайры Бэнкс, которая в дальнейшем станет настоящей супер знаменитостью и будет прочно ассоциироваться в том числе и с брендом Victoria's Secret. Ну и, конечно, необычный образ Наоми Кэмпбелл, очень красивый, несмотря на то, что топ явно не самый практичный для занятий спортом, но отрицает то, что это легендарный образ. Было бы глупо, потому что Наоми настолько шикарно его преподнесла, что он до сих пор входит в разряд самых легендарных образов в шоу Victoria's Secret. Так как я уже упомянула Тайру Бэнкс, то было бы глупо не упомянуть 98 год, потому что это один из ключевых показов. Дело в том, что именно в 98 году впервые появилась отличительная черта шоу Victoria's Secret — это крылья. Тайра Бэнкс снесла крылья просто восхитительно. До сих пор, когда вы смотрите на этот образ, вы невольно можете про себя сказать «Вау», потому что энергетика Тайры, крылья, и вы понимаете сейчас, смотря на эту фотографию, то, что это начало той самой эпохи ангелов. Мне кажется, это прям в чем-то даже волнительно. Одним из уже классических образов шоу Victoria's Secret является наряд, который надели на Жизель Бунхен в 2000 году, и на самом деле этот образ многие назвали «Золотой феникс», потому что в рамках самого шоу, в рамках формата и на фоне просто потрясающе красивой загорелой кожи Жизель Бунхен этот образ действительно оставляет неизгладимое впечатление, и положил начало эпохи Жизель Бунхен, потому что когда она была ведущим ангелом, то есть все остальные, мы с вами прекрасно понимаем, что были на вторых ролях, Жизель была основным ангелом. Далее, в 2001 году на подиуме Victoria's Secret впервые появился фэнтези-бра, и нет, я не оговорилась. Да, действительно, фэнтези-бра до этого существовали, но ни разу не были представлены на подиумах. Их показывали в журналах, но вот на подиуме впервые фэнтези-бра на себя надела Хайди Клум в 2001 году. И я не могу сказать, что это мой самый любимый фэнтези-бра, но он входит в разряд одних из самых дорогих. Дороже был только тот, о котором я поговорю далее. Но в тот выход Хайди действительно выглядела великолепно. Вообще, шоу 2001 года действительно было очень ярким. Запомнилось
запомнилась интересной программой, запомнилась очень красивыми выходами. И, в принципе, можно сказать, что 2001 год был самым началом супермасштабных шоу, но одним из самых запоминающихся образов 2001 года лично для меня стал наряд Каролины Курковой, потому что да, он лаконичный, да, здесь нет крыльев, но, боже мой, как же это красиво, как это эстетично и как красиво и сексуально прошла Каролина. Вот, правда, один из моих самых любимых лаконичных образов шоу Victoria's Secret. 2002 год тоже был ярким на события. Одним из самых запоминающихся, наверное, стало выступление активисток Пэта, когда на подиум вышла Жизель Бунхен. Они выбежали на подиум с плакатами, с очень неприятными надписями, где оскорбляли Жизель, потому что в тот год она, по-моему, принимала участие в рекламной кампании бренда, который делает вещи из натурального меха, по-моему, Black Glam, но в любом случае это немножко подпортило впечатление от показа, но надо отдать должное Жизель, она была супер невозмутима, то есть она прошлась как настоящая королева, конечно, активисток вывели, но осадочек все-таки для многих остался, и, кстати, с тех пор очень сильно изменилась позиция Жизель, теперь она да, еще активистка, защитница природы, и это прекрасно, хотя вот такой вот, мне кажется, протест, он немножко, но все-таки добавляет рейтинг шоу. Еще в 2002 году был наряд, который заставил меня задуматься о том, боже мой, как же это надели на модель, потому что действительно, вы просто посмотрите на этот наряд, мое просто воображение сейчас работает на максимум, запихнуть себя в такой вот сложный наряд крайне сложно, но тем это, в принципе, и интереснее. В том же году на сцене в буквальном смысле блистали девушки из группы Destiny's Child, основную солистку, я думаю, вы и так прекрасно узнали, даже если не знакомы с творчеством этой группы, потому что это Бейонсе. Ну и в этом же году был очень яркий выход у Наоми Кэмпбелл, то есть такая настоящая то ли дьяволица с крыльями, то ли феникс. Кстати, есть несколько моментов, которые многие упускают, но посмотрите на выход Анны Беатрис Барос. В 2002 году еще не были так популярны автозагары на показах, это в дальнейшем стало атрибутом шоу Victoria's Secret, но здесь мы отчетливо видим линии от загара, и да, сейчас кажется, что, господи, здесь ничего такого, но нет, поверьте, в дальнейшем на шоу Victoria's Secret такого никогда не будет, потому что линии всегда будут замазаны автозагаром, но в 2002 году это было вполне нормальным, и никто на это не обращал особого внимания. Самым ярким моментом в 2003 году, помимо выступления Стинга, были огромные крылья, которые несла Хайди Клюм, то есть это, по-моему, самые-самые большие крылья вообще за всю историю Victoria's Secret Fashion Show, и отрицать то, что они смотрятся эффектно, это, конечно, глупо, потому что действительно очень красиво, и насколько я знаю, они безумно тяжелые, потому что, ну, даже когда вы смотрите на них, вы это прекрасно понимаете, так что Хайди пришлось в буквальном смысле нелегко нести эти ангельские крылья. Я, наверное, буду крайне необъективной, но самым моим любимым годом за всю историю показа Victoria's Secret, наверное, все-таки является 2005. Я до сих пор помню начало этого шоу, когда девушки разворачиваются, песня до сих пор крутится в голове, и, насколько я понимаю, это была отсылка к фильму «Дрянные девчонки», ну и там вот классический золотой состав, вот знаете, как у Виагры есть золотой состав, так и у Victoria's Secret есть свой золотой состав, и в 2005 году это был по-настоящему самый-самый известный состав, ну а главной королевой, конечно же, была Жизель Бунхен, потому что в тот год она как раз-таки и примерила для себя самый дорогой фэнтези-бра за всю историю, он стоил $15 миллионов, и, конечно, на Жизель он смотрелся, ну, невероятно классно, хотя Жизель не мой самый любимый ангел, я не самый большой фанат Жизель, как вам может показаться, но этот образ по-настоящему смотрится эффектно, хотя в тот год было еще несколько знаковых событий, так, например, очень милым была проходка Хайди Клум, когда на сцене пел ее муж Сил, это было так мило и романтично, в дальнейшем, конечно, на шоу Victoria's Secret будут похожие моменты, но первый такой яркий был как раз-таки в 2005 году, и Хайди и Сил казались мне такой невероятно милой парой, и действительно чувствовалась вот эта химия и энергетика между ними, поэтому все остальные модели, которые шли после этой проходки, конечно, чуточку, но потеряли внимание из-за этой пары. В 2006 году на подиум шоу Victoria's Secret впервые вышла Миранда Кер, а через год она уже заменила Жизель Бунхен и стала ангелом, поэтому этот выход, ну, мы тоже с вами не можем не отметить, потому что Миранда Кер тоже один из самых
знаменитых ангелов Victoria's Secret за всю историю. 2006 год запомнился не только первым выходом Миранды Керр, либо, например, этим легендарнейшим образом Каролины Курковой. Ну, то есть я тоже не фанат Каролины Курковой, но ей подбирают настолько классные образы, точнее, подбирали, что, ну, я, если честно, в своей подборке самых лучших образов за всю историю Victoria's Secret включаю Каролину как минимум, мне кажется, раза 3, что очень много, учитывая, что есть остальные ангелы, но не суть. В 2006 году еще одним очень ярким моментом было, конечно же, выступление Джастина Тимберлейка «Sexy Back». Это проходка тоже в топе моих самых-самых любимых после 2005 года. Действительно просто легендарный выход. Джастин. Вот я вам просто советую, загуглите и посмотрите этот выход. 2006 год, Джастин Тимберлейк, показ Victoria's Secret. Правда, вы не пожалеете, это просто вау-вау-вау. И, кстати, еще 2006 год запомнился не только Джастином Тимберлейком, Мирандой Керр и Каролиной Курковой, но тем, что на подиуме дебютировала юная Рози Хантингтон-Уайтли, но ключевой момент то, что она была не блондинкой, она там была, ну, не то чтобы брюнеткой, но практически шатенкой, и многие, я думаю, сейчас, когда смотрят на эту фотографию, даже не могут ее узнать, потому что настолько она уже ассоциируется с блондинкой, что представить ее дебютирующей и проходящей по подиуму в темном оттенке волос, ну, практически невозможно. В следующем году Хайди Клум и ее муж Сил снова решили поиграть на мелоте, но сделали это необычным образом. Дело в том, что в этом году Сил пел не один, с ним пела Хайди. Ну вот максимальный разрыв шаблона, хотя мы все понимаем, что Хайди та еще женщина-оркестр, но это было действительно неожиданно, и я немножко удивилась, когда смотрела это шоу. Кстати, еще немножко говоря про Хайди, можно упомянуть ее выход в 2008 году. Я, если честно, не отношу этот наряд к самым лучшим. На мой взгляд, он Хайди совсем не украшает, но он все время входит в разряд самых известных за всю историю шоу. А в 2009 году, когда Хайди вышла на подиум, все просто были в шоке, потому что заключается здесь важная деталь как раз-таки не в ее наряде. Вы сейчас догадаетесь, почему я об этом говорю. Дело в том, что она на подиум вышла спустя всего 5 недель после рождения ребенка, и в дальнейшем многие супермодели будут делать подобный трюк, то есть появляться на шоу Victoria's Secret спустя минимальное количество после родов, но Хайди, можно сказать, что запустила этот флешмоб, и появиться на подиуме бельевого бренда спустя 5 недель после родов, ну, это, во всяком случае, очень сильно. Из ярких выходов следующих лет я могу отметить, например, 2010 год, когда на подиум вышла Изабелла Фонтана, и она появилась, ну, понятное дело, что с ненастоящей, но штангой, смотрелась очень необычно. Вообще Victoria's Secret периодически радует нас, точнее радовала оригинальными выходами, и в частности в том же 2010 году образ Каролины Курковой, прям настоящее видео, посвященное Каролине Курковой, получилось очень странно. Она появилась с огромными крыльями, которые были украшены перьями павлина, и смотрелась тоже очень эффектно. Теперь вы понимаете, что явно стилист Victoria's Secret симпатизировал Каролине и давал ей такие вот легендарные образы. Мне кажется, это неспроста, да? Далее у нас идет 2011 год. Он тоже был очень ярким и запоминающимся на события и образы. Одним из самых интересных образов стал выход Миранды Керр, которой надели не просто крылья, а настоящую морскую раковину. И она как бы олицетворяла собой русалочку, но такую русалочку из северных морей, если можно так сказать. И это смотрелось очень эффектно, как, собственно, например, выход Алессандро Амбросио. Я ее очень сильно люблю, и хотя впервые ее упоминаю за весь этот ролик, она тоже настоящий ветеран наравне с Адрианой Лимой, и просто про них часто что-то говорят, рассказывают, поэтому я решила в этом ролике еще упоминать и других моделей, но в тот год, 2011, Алессандра и Адриана были восхитительны, как, впрочем, и во все. Ну, а из музыкальных номеров, конечно же, запомнилась Ники Минаж, конечно же, Канье Уэст. Это тоже была очень красивая проходка выступления, но самым запоминающимся, конечно, был выход группы Maroon 5, когда солист Адам не просто спел песню, но также и поцеловал свою возлюбленную на тот момент. Сейчас у него, конечно, другая возлюбленная, другая жена, но в тот момент он встречался с супермоделью Анной Виалициной, если я правильно произношу ее фамилию, и тот выход тоже был очень-очень милым и действительно продолжил ту традицию, которую задали Хайди и Сил. В 2012 году было опять же много ярких, красивых
новых образов. Здесь тебе и лепрекон, и цветочный образ Алессандры Амбросио, и много чего другого. Но из запоминающихся можно назвать выход Карли Клос, когда она выбрала, ну точнее не она, а ее стилисты из бренда выбрали для нее образ коренного американца и тем самым вызвали очень много негатива, очень много шума. В итоге и бренду, и модели пришлось извиниться за этот образ. Ну, вот понимаете, да, толерантность, вот эти сложные процессы взаимоотношения населения в Америке, они и в 2012 году тоже не прекращались, поэтому на этот выход модели очень многие тогда обиделись. Ну а за музыкальные номера в 2012 году отвечал Джастин Бибер. Да, у него тоже было интересное выступление, но в 2012 году королевой была Риhanna. Вот реально под песню Diamonds, на мой взгляд, тоже одна из самых-самых лучших проходок за всю историю шоу. И действительно, просто пересмотрите шоу 2012 года, чтобы понять, что королевой в тот год была никакая не супермодель. В тот год королевой была Риhanna. В 2013 году один из самых эпичных и масштабных образов за всю историю показа представила Беханти Принслоу. Это нынешняя жена Адама из группы Maroon 5, о которой мы говорили ранее. Да, вот такой вот он любитель модели Victoria's Secret. Ну, в общем, у нее были огромные крылья. Я не знаю, больше ли они по весу, чем крылья Хайди Клюм, но мне кажется, что то, что они действительно более объемные и пушистые, это факт. И занимали они в тот год на подиуме очень-очень много места. Еще мне крайне понравился образ, который примерила на себя Карли Клос, лаконичный, красивый, ее короткая стрижка, ну и, конечно, Адриана Лима, которая немножко воссоздала и изменила наряд Наоми Кэмпбелл, то есть такая вот дань образу, который был представлен на первых показах бренда, и мне кажется, это очень классно, когда бренд отдает дань тем нарядам, которые уже делал до этого. 2014 год запомнился не только тем, что впервые на подиуме было представлено два фэнтези бра. Это в первый раз за всю историю так, потому что моделями, которые несли этот драгоценный бра, были Алессандра Амбросио и Адриана Лима, то есть действительно ветераны, ангелы, которые дольше всего работали с брендом. Адриана вообще была одна из самых долго работающих, если можно так говорить, моделей с брендом. Ушла она только в прошлом году, но об этом мы с вами поговорим далее. И впервые было на подиуме два фэнтези бра. Один был в оттенке красном, другой был в оттенке синим. Мне показалось, что это было очень интересное решение, но, на мой взгляд, самое интересное была коллекция, которая имитировала золотые крылья, вся в золоте, сверкающая. И вот для меня это, наверное, самые легендарные образы, если брать всю проходку, то есть не выделять конкретных моделей, а выбрать вот целый буквально сегмент. Это было очень красиво. Ну и, наверное, очень таким знаковым моментом было исполнение Арианы Гранде, потому что в тот год она выступала на шоу и была буквально подбита крылом Эльзы Хоск. Это породило очень много мемов в интернете. Действительно забавная ситуация, которая могла закончиться незабавно, потому что Ариана тоже большая любительница огромных каблуков и могла просто даже упасть. Было бы очень неприятно, но в итоге хорошо, что все закончилось хорошо. 16-й год тоже запомнился интересными образами, но я вижу, что время уже поджимает, поэтому, наверное, самым интересным событием того показа можно назвать выступление The Weeknd и момент проходки под его песню Беллы Хадид. На тот момент его бывшей девушки, у них там вечно какие-то непонятки были в отношениях, они сходились, расходились, но на тот момент он был ее бывшим молодым человеком, и вот этот вот холодный покер-фейс, с которым шла Белла, ну, это такой, знаете, момент, на который все обратили внимание, и вот на следующий день буквально вся пресса как раз-таки писала не в общем про показ, а именно про эту проходку, тем самым немножко, но Белла Хадид в статусе супермодели отвлекла внимание от остального показа. Вообще на подиумах модели падают часто, так вот и в 2017 году модель Минкси, она упала на подиуме, и ей была оказана поддержка другой супермоделью, это было очень мило. Я не знаю, вошло это, кстати, в основное шоу, которое транслировалось по телевидению или нет. По-моему, это, кстати, вырезали, но в любом случае, мне кажется, это очень мило, и девушка, которая шла после нее, она буквально немножко пожертвовала своей проходкой, своей вот этой, знаете, минутой славы для того, чтобы помочь другой. Мне кажется, что это очень красивый жест, заслуживает уважения. И, кстати,
кстати, на следующий год ей доверили уже пронести крылья, ну, наверное, в знак благодарности за то, что она не оставила другую супермодель на подиуме в беде. Ну а прошлый 2018 год, конечно же, запомнился самым важным событием — это уходом Адрианы Лимы. Это было что-то невероятное для всех фанатов бренда, и мне кажется, не совпадение, что именно в тот год Адриана ушла. Наверное, она все-таки знала, что в этом году показа не будет, ушла на красивой и эффектной ноте, ее действительно очень красиво проводили, но от этого становится даже как-то обидно, что в этом году шоу не было, и неизвестно, будет ли оно в следующем году. Бренд говорит, что ему надо перезагрузиться, поменять немножко концепцию. Они сейчас действительно работают над тем, чтобы очистить свой имидж в связи с последними событиями. Если вы, кстати, не понимаете, о чем я говорю, посмотрите обязательно по ссылке в описании видео. Я там рассказываю, почему шоу отменили, что на это повлияло, какие скандалы были с этим связаны. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, потому что я очень старалась донести до вас такие ключевые и самые знаковые моменты шоу за всю его историю. То есть я не захватывала прям вот все года, потому что не во все года происходило что-то экстраординарное, и иначе видео бы длилось часа 3, мне кажется. Но в любом случае, если вам интересно, чтобы я снимала в дальнейшем и такие подборки не только про Victoria's Secret, возможно, самые некрасивые образы, возможно, самые какие-то лучшие музыкальные номера, возможно, просто эволюцию красоты и стандартов по версии бренда Victoria's Secret, напишите об этом обязательно в комментариях. Я буду снимать такие ролики и дальше, и тем более у меня будет повод надеть мой халатик, потому что в нем, как-то, мне кажется, органичнее вещать на тему бренда. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, а то вы просто пропустите мои следующие видео. YouTube вот такой вот коварный. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, у меня там много всего интересного, много фотографий, я там делюсь с вами интересными моментами из своей жизни, и вообще там можете задавать мне какие-то вопросы, мы будем с вами оставаться на связи. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Вот реально самый прекрасный момент, когда ты можешь снимать видео, сидя в халате, это же невероятно удобно, потому что, как правило, вот эти осветительные приборы, которые направлены на меня, с ними так жарко, и когда ты снимаешь в халате, это просто божественно.